Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за прямыми эфирами в эти первые дни Нового года. Неделю уже Нового года отстрелялись. Они, конечно, очень бурная, очень насыщенная событиями. Василий Волга на связи прямо сейчас. Василий, приветствую вас. Мои приветствия вашим слушателям, зрителям и вам, Александр. Да, и позвольте прежде всего поздравить с Рождеством. Рождество Господа Иисуса Христа – важнейшее событие. Знаете, если говорят, есть события, которые нас с вами определили, то именно христианство, то есть рождение, приход Господа в мир, это то, что по большому счету и определило развитие наших цивилизаций, в том числе цивилизации европейской, западной цивилизации, цивилизации русской. Да, друзья, все как обычно в наших прямых эфирах будем говорить с вами, да, в том числе в закрытом клубе, в телеграм-канале Шелест, закрытый клуб зрителей. Там можно оставить вопрос абсолютно открыто в сообществе YouTube, там тоже анонс нашей встречи. Ну и, конечно, чат трансляции, поэтому пишите, так сказать, что на душе, что на уме, ну и какие эмоции, да, нужно разобрать от всего происходящего. Ну, вот предлагаю для опроса, для старта, так сказать, вот такую тему. Возможно ли размещение без стран НАТО на территории Украины, баз стран НАТО на территории Украины по итогам войны? Я вот подчеркнуто даже запнулся. Почему? Потому что стран НАТО, не НАТО. А страны как бы можно. Это итоги Парижского коммюнике, заявление о намерениях и варианты ответов. Да, но только на Западной Украине. Нет, только страны не НАТО могут наблюдать там чего-то где-то. То есть, да, Россия все-таки уступит какие-то контингенты, где-то что-то предложат, сторгуются, в общем. Ну или никаких баз не будет, никаких государств, и только тогда мы в принципе, поймем, что все будут готовы к тому, чтобы войну закончить. Действительно, сейчас очень важный момент, кажется, такой поворотный, но очень повторяющийся. Ну вот смотрите, у нас же были какие там, например, моменты, да, вот мы в НАТО или не в НАТО, то есть сейчас теперь страны НАТО, ну такое шулерство где-то, и это видно. Как вы оцениваете вот начало года и перспективы, бесперспективности мирного трека? Ну, начало года я расцениваю как очень резкую эскалацию. Очень резкую эскалацию, в том числе и это Парижская конференция, или как ее назвать. Мне вообще-то, знаете, как чуть смешно выглядит. Конференция желающих, так они себя называют. Вот, да, то есть, все время что-то желают. Вот. Но, увы, это тупиковый путь. Этот путь, к сожалению, ни к чему другому не приведет, кроме как к увеличению напряжения с обеих сторон. Вот. И ни о каком, конечно же, не к сожалению, а это объективно, ни о каком размещении военных баз стран НАТО, вы как не переодеваетесь, это одни и те же самые ракеты, одни и те же самые солдаты, которые носят одни и те же самые ружья, и которые действуют по тем же самым стандартам и лекалам. Вот. По этой причине об этом речи быть не может, конечно. И мало того, знаете, когда классики марксизма-ленинизма определяли очень хорошо, что есть базис в международных отношениях, а что есть надстройка. Вот все вещи культурологического характера они относили в надстройку, а в основе лежали экономические отношения. Вернее, не беда, вы понимаете, это не беда. Это огромный Божий подарок Україні і українцям, который, як то кажуть, українці не сіло, не впало, да, але впало в 91-м році, когда в 91-м году получили такую огроменную, неожиданно огроменную территорию для государства Украины, которая Божьей волей расположена в самом центре торговых путей, в самом центре технологического обмена, которое по сути своей экономически возможно только как мост сотрудничества между Востоком и Западом. Собственно говоря, эту идею и пытались презентовать мировому сообществу перед 2014 годом Меркель и Путин. Собственно, почему 2014 и начался. Да, то есть, почему кому-то необходимо было вбить клин и эту идею, конечно, уничтожить. Если бы идея не была уничтожена, и Украина как нейтральное государство, то есть, вот, выполняя свою функцию нейтралитета, осуществляла бы транзиты, то, знаете, я приведу такой пример, наверное, у Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» был такой казак Патюк.
знаете, это иногда мне это представляется как извечная украинская мечта. То есть вот сидит такой толстый патюк, перед ним миска с варениками, миска со сметаной, и вареники сами, значит, прыгают в сметану и летят к нему в рот. На самом деле реализация нейтрального статуса, статуса без всяких баз, я подчеркиваю, никаких баз, ни русских баз, ни европейских баз, ни американских баз, а именно как нейтральная страна, признанная всем миром наподобие, извините, Австрии или Швейцарии, да, вот это даст то, что тот базис, о котором мы с вами говорим, разовьется практически ничего не делая. Мы попадем с вами в синергию геополитического расположения Украины, ее ну, еще оставшегося, если Бог даст, конечно, что там с демографическими вопросами, но ее оставшегося технического потенциала. Вот мы с вами в прошлый раз вспоминали, да, техническую интеллигенцию Днепропетровска, Харькова, то есть вот таких вот мастодонтов, вот, которые. То есть и эта синергия даст как раз-таки то богатство Украине, которое и построит огромную великолепную надстройку и культурологическую. И мы найдем, знаете, сытым, богатым, нам с вами будет легче искать новые смыслы для Украины, искать пути примирения и более работать на созидание, нежели на разрушение. И по этой причине я считаю, что размещение любых или войск НАТО, или войск стран НАТО, но это столь же губительно для Украины, столь же губительный курс, который, к сожалению, Украина выбрала вот после первого и после второго Майдана. Это, кстати, очень интересный, скажем так, заход. И такая действительно вроде как очевидная, но истина, что сытому легче искать и легче создавать, созидать. А Украина голодна. Это видно сейчас уже к приближающемуся 4-му году войны. Днепр, вот это вот когда-то, да, закрытый город, Днепропетровск, да, вот там Ужасно. Запорожье. Сейчас там, конечно, ужас после ударов, после ситуации с ТЭЦ, да, Приднепровской, национального масштаба катастрофа. Это вот прямо сейчас, и сейчас пытаются там восстанавливать. 1 миллион сначала было жителей без света, сейчас 800 тысяч, пытаются как-то налаживать этот момент. Но это не становится причиной войну закончить. Это становится, ну, скажем так, наоборот, поводом для того, чтобы ничего не заканчивать. Вы понимаете, как перекрутили смыслы? То есть, казалось бы, это беда, надо спасаться, надо спасать, надо там где-то принимать какие-то непопулярные решения. Вместо этого власть в Украине проводит очень интересную политику. Как вы отнеслись к, ну, скажем так, переформату вертикали Зеленского? Сейчас Буданову у руля офиса президента. Сегодня вот буквально перед нашим эфиром стало известно, что апелляционный суд разрешил Шуфрича выпустить под Я залог. очень рад за Нестора. Нет, Очень, под залог. очень. Под, Да, в любом случае свобода. В любом случае свобода. залог конский, там 33 миллиона гривен, то есть, Да, ну, да, конский да. по всем меркам. Но это ведь тоже уже считывается многими как, ну, какие-то там лед тронулся, мол, и это стало возможно после, да, вот, соответственно, вот этих всех ротаций. Ну, по крайней мере, не очевидную, но эту параллель уже бросили политическую. В чем смысл тогда действий украинской власти и вот этого переформатирования Буданова, Федорова и вот этого целого блока там силового, который поменял Зеленский? Ну, вы знаете, здесь, наверное, логику такую уже у вас в эфире объясняли с разных сторон, причем мне, к сожалению, у меня не так много времени, чтобы смотреть ваших гостей. Гости великолепные у вас, очень уважаемые мной люди. Вот. И я уже успел услышать взаимоисключающие версии по этому поводу. Вот. Но на самом деле тупиковость ситуации, в которой находится Зеленский, она заставляет его идти на хоть какие-то шаги. Ну, естественно, эти шаги какие? Когда самого близкого друга и самого вот этого конструктора современного зеленского государства, я бы так это сказал, да, Ермака, убрали, вот, то здесь, вероятно, в попытке искать какие-то возможности, какую-то поддержку, в общем-то, происходят эти назначения. Ну, поддержку я имею в виду на Западе. Да. Во всяком случае, было достаточно публикаций в западной прессе о том, что Буданов где более воспринимаем и человек, который где способен к тому, чтобы вести диалог, как с Западом, так и с Россией, хотя бы и скрытый диалог.
Вот. Не знаю, как по мне, человек Буданов – это тоже человек войны. Это человек с огромным военным опытом, человек, который осуществлял реальные провокации, террористические акты у него работа такая, по всей видимости, но человек решительный, человек, который, в общем-то, с 2014 года на войне, человек, который сам получал тяжелейшие ранения и после этого возвращался опять на войну, это убежденный человек. Уж каковы его убеждения, к сожалению, он не публиковал никаких таких более-менее серьезных статей, которые говорили бы о том, во что Буданов верит. Но если судить по его действиям, то Буданов всеми своими фибрами поддерживает концепцию о нанесении стратегического поражения России. То есть концепция Запада о том, что Россию таки уничтожить можно. Ну и надо сказать, вы знаете, посмотрите, как они крепко за это держатся. И посему я не вывожу Буданова, знаете, вот в какой-то отдельный разряд современных украинских политиков, государственных деятелей, которые как будто бы дают надежду на поиски, возможно, компромисса чего-то. Ни в коем случае. Жизнь человека, то есть его поступки, они говорят о том, что это человек войны, и он не может мыслить вне войны. Это важно. Это важно, потому что он вжит в эту логику, и причем человек, который не боится, это нужно признавать, который не боится рисковать своей жизнью, отдать свою жизнь за свои убеждения, это сильный враг. Это очень сильный враг. Причем я считаю его врагом и России, и Украины. Все, что сегодня находится наверху Украины, это люди, которые построили концентрационный лагерь, и им удалось провести удивительнейший социальный эксперимент, результатом которого мы получили концлагерь, в котором заключенные обожают своих надзирателей. Даже когда кого-то из этих надзирателей кого-то из этих заключенных выхватывают и бросают в мясорубку, то другие как-то думают, ну слава богу, не меня, а на утро уже вроде как забывают об этом. Знаете, как у Герберта Уэллса, это фантастический роман, там «Путешествие на Луну». Там были, когда прилетели туда люди, там оказались две нации. Бандерлоги, которые жили под землей, да, и эллои, которые жили наверху, на деревьях. И эллои были удивительным народом. Они каждое утро спускались в деревья. Бандерлоги только по ночам выходили из своих подземелий. Эллои выходили, радовались, танцевали, им было весело. Они имели память очень короткую. Но как приближались сумерки, они вспоминали, что сейчас ведут бандерлоги. И эллои быстро собирались на дерево. Кто не успел, хватали их бандерлоги, затаскивали вниз, съедали, ну и тому подобное. И памяти хватало у них только на эту ночь. И вот пока хватают рядом возле меня кого-то, пока моего родного брата, пока схватили мужа, сына, все, это беда. А другие, как элои эти, у них память короткая, они думают, в общем, этот эксперимент, который построили концентрационный лагерь, этот эксперимент сегодня дает возможность у Западу действительно самым серьезным образом рассчитывать на то, что стратегическое поражение России в конце концов они смогут нанести, потому что в этом концентрационном лагере еще достаточно есть людей, которых можно ловить. Вот. А последние заявления Мерца на Западе и других политиков, и политических сил говорят о том, что ловить скоро начнут и на Западе тех, кто убежал, и обратно сбрасывать в эту мясорубку. И по этой причине, я думаю, Буданов находится именно в этой логике, и не нужно фантазировать. Не следует фантазировать о том, что произошли какие-то изменения, которые украинцам в конце концов принесут мир. Нет, украинцев используют и будут использовать не для мира, а для войны. Василий, вы когда говорите, это выглядит сейчас, конечно, на фоне того, что вы перечислили. Ну, вот я говорю о там, блэкаутах, пишут в чате трансляции. Мы в прямом эфире, друзья. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, голосуйте в чате. Будем переходить к вашим вопросам обязательно и оставляйте вопросы. Как всегда, традиционно где? Смотрите, вы когда говорите о перекрестке, транзитном государстве, нейтральном, это сейчас на фоне там блэкаутов в Запорожье пишут, что все нормально, да, как бы люди. И дай вам Бог, что все нормально, потому что в Запорожской области, в Днепропетровской области, проблемы, да. Значит,
это выглядит какая-то розовая мечта, понимаете? Розовая мечта, похоже, как-то утрачена навсегда. Тем более, что это было бы так классно и привлекательно в условно прежнем миропорядке. Есть утверждение, и я с ним где-то отчасти согласен, что уже как было, так не будет. И об этом свидетельствует и кричит просто нам геополитика. Трамп что вытворяет? Мадуро украл, за танкерами бегает, задерживает, выходит Венс, говорит, это не российский танкер. А Украина на этом фоне сегодня вот тоже сразу быстро подсуетилась. Очередной удар по танкеру теневого флота в Черном море. Дрон ударил, в Турцию отволокли, чтобы залатать. Скажем так, говорит, Венесуэла мне должна, все, теперь вся нефть Венесуэлы это моя нефть, давайте торговать вашей нефтью. Если ты ИО президента не будешь выполнять то, что я хочу, будешь дружить дальше с Россией и Китаем, и там не будешь выполнять моего условия покупать американское, то тебя ждут большие проблемы. Быстро подсуетился колумбийский президент, и который громко кричал про клан педофилов, который угрожает Южной Америке. Сейчас очень милую беседу провел, и в Белом доме его ждут в гости. Ну, то есть соображалка работает у колумбийского лидера. Но Европа как бы на дыбах, потому что ровно с таким же нахрапом идет Трамп на Гренландию. Представляете? Это прям какой-то выстрел Авроры, выстрел в Гренландию. И кажется, что в этом мире, который, они четко же говорят, без масок, то есть право сильного, все, мы здесь сила, это наше полушарие, Гренландия, так вы не обеспечиваете ничего, никакую безопасность, все, пошли вон, мы теперь будем, это часть США, и бедные датчане мечутся, понимаете? Это большущая, там, тяжелейшая история. Как вы думаете, Василий, ну... И какое будущее? Есть ли вообще шанс вернуться к такому государству Украина, о котором вы говорили мечтательно в начале? Я считаю, что такой шанс – это единственная возможность Украине сохраниться как государство. Это единственная возможность, в конце концов, украинскому народу, который так серьезно сегодня пострадал и так разрознен. Это иллюзия, что украинский народ не разрознен после 22 года. Сегодня более 10 миллионов человек бежали у нас с вами в Россию, живут в России. И это тоже украинцы. Да? 5 или 6 миллионов бежали в Европу. Внутри самой Украины процессы, происходящие по языковому, религиозному признаку, разделяющие народ, они очень тяжелы. Так вот, я считаю, что только подобный способ сможет нам дать возможность существовать. Да, и ведь, посмотрите, нейтральность, сколько позитивного сделала для, например, нейтральность и федерализация, сколько позитивного сделала для такой страны, ну, как Швейцария, к примеру. Да, для такой страны, как Австрия, когда, ну, собственно говоря, вообще страна, поделенная на 4 части, где действуют 4 государственных языка, вот, ну и тому подобное, где совмещены все религии. Я думаю, это наше будущее единственное. Это прежде всего. Вопрос в том, что вы говорите, мы сейчас забрались в такие дебри жестокости и демонстрации силы, применения силы, не демонстрации, силу демонстрировали раньше все, там одна сторона, вторая, третья, сегодня стали применять силу и делать это очень жестоко, целенаправленно, быстро и эффективно, без предупреждения. Ну так, Александр, ответьте мне тогда на другой вопрос. А каким образом нам, украинцам, вообще жить, ежели не строить реальные, видимые планы будущего процветания страны? Ну как-то же живем, подождите. Но это не Вы жизнь. Мы сами только что деградируем. Бандерлогов приводили в пример, понимаете? Вот это путь в никуда. То есть, если мы и продолжаем идти этим путем, мы умираем. Это тот самый рак, который не убивает мгновенно, но который убивает постепенно. Рак ненависти, который нас пронизал всех, вот то, что у нас здесь сначала друг друга ненавидели, сначала пытались поравнять одних под других, потом стали тыкать пальцами друг к другу, и эта ненависть, там, вы загляните в чаты, украинские, не надо далеко ходить, загляните, что там творится, да, и эта ненависть, этот рак, он нас просто убивает. И по этой причине я считаю,
я уже не смогу принимать участие в активной политике. По ряду причин. Это моя позиция. Вот. Но я всегда, если Бог даст, я буду продолжать работать в общественном поле и в поле информационном поле для того, чтобы именно презентовать шанс, украинский шанс на Хорошо, я украинскую действительно современную национальную идею. с Не вашего, как да, с вашего позволения, сейчас мы к этому вернемся, что это может быть. Да, я понял ответ на вопрос, но давайте тогда. А кому вы будете презентовать шанс? Ну вот смотрите, последнее буквально событие, это же вот последнее, вот это вот пошли на мемы разбирать, да, вот эта украинка молодая, которая там поругалась с итальянцем, Рокко, а который с украинской женщиной, гражданкой своей, гражданской женой ехал в Украину справлять свадьбу. Они там закусились на политическую тему, он типа любит Путина, не любит Зеленского, да, и вот эта фраза «я лягу, но он не заедет», и он не заехал, да, вот это вот этому человеку действительно можно что-то презентовать, или вот этим другим надсмехающимся, ну, не хочу, конечно, ругаться в эфире, ну ладно, то есть вот этим надсмехающимся людям, которые там говорят, вот, значит, 4 года войны, а в Голосеевской пустоши собрались какие-то мамы каких-то 60 детей с 1 по 9 класс, читают учебник 66 года, по-русски читают, русскую литературу читают, потому что говорят, что в украинской школе, ну, кроме гимна, минуты молчания и вот этих всех атрибутов, да, новых, ну, не дают фундаментальных знаний. В учебнике 66 года по математике их больше. И говорят, мы не хотим вот этого, мы хотим вот этого. Их там буйство, СБУ, где СБУ, когда стучат на то, чтобы ты дома говоришь по-русски, как-то, и причем, ладно, там просто стучат сосед на соседа, а то в публичном пространстве активисты строят отдавшего наизнанку вывернувшегося еврея, бизнесмена Карагодского, хозяина дримтаунов, торговых центров, который всеми силами переходил на украинский язык. Я просто помню, как это было, и вы, наверное, помните, в публичном пространстве. Вот им презентовать вот эту идею. Конечно, и им, и мировому сообществу. Дело в том, что нейтральная страна без признания мировым сообществом невозможна. Вот. И знаете, и прежде всего, для того, чтобы мы стали говорить, есть предварительные необходимые шаги, которые мы обязаны осуществить. Первое, общество должно выздороветь, получив инъекции, к сожалению, такие тяжелые инъекции, как вот это военное время, должно выставить от глубокой бандеризации. И я еще раз об этом скажу. Знаете, когда вот мы говорили с вами вот о том, что вот или там иногда пишут часто, а где же эта бандеризация, что такое? Послушайте, слава богу, сегодня есть такая вещь, как искусственный интеллект. Да? Мне уже не один раз, правда, доводилось вводить искусственный интеллект на прямом вранье, подчеркиваю. Да? Но вот я недавно посмотрел, что, собственно говоря, чтобы краткую дать анализ учению Степана Бандеры, что это такое, что изучается сегодня в украинских вузах, искусственный интеллект вам это даст. И среди прочего, ключевым в учении Степана Бандеры это было создание мононации, монокультурной, моноязыковой, мононации, руководимой вождем, построенной по тоталитарному принципу. Бандера, ну, собственно говоря, и жил во времена Гитлера, и для него книга Гитлера «Майн кампф», особенно его вторая часть этой книги «Майн кампф», для Бандеры, мне кажется, была, ну, таким руководящим светочем, когда он писал свои перспективы украинской национальной революции. Вот, то есть, знаете, я когда читал его, то я прямо увидел «Майн кампф», вторую часть Гитлера, да, и первую часть «Партийное строительство» то же самое. Вот. Так вот, создание этого мононации, вот это огромная беда. То, что на самом-то деле сегодня происходит, когда как можно создать мононацию? В первую очередь необходимо лишить украинцев способности быть культурно богатыми людьми. А это можно сделать. Для этого необходимо рассказать о том, что Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Булгаков наш родной киевлянин, Бердяев наш родной киевлянин, да, величайшие умы, ведь величайшие умы у Бердяева революция духа, то есть его работы о свободе, о том, что на самом-то деле возможно наше процветание только в контексте единения православных народов,
духовного единения, подчеркиваю, при сохранении там в нашей ситуации суверенитетов и тому подобное. Вот это все оплевано. Так вот, когда это оплевать, то тогда появляются такие молодые детки. И детки появляются. Даже подчас и старые бабушки и дедушки, у которых по какой-то причине возникает вот такое мощное перерождение, которое, увы, да, массы подвержены, массовая боевая пропаганда, которая применяется во время войны, она наносит очень тяжелые повреждения внутренней структуре, психологической структуре, ментальной структуре человека. Это есть. Но, еще раз подчеркну, излечение одно единственное. Излечение в предложении альтернативы. И то, что я вижу, и то, что я, в общем-то, собираюсь делать в общественно-политической сфере в дальнейшие свои годы, если Бог даст жизни, то это как раз-таки предложение этой альтернативы. Но реальной, а не фантастической альтернативы. Ну или другое направление у нас с вами, знаете, ну, многие народы на протяжении существования человечества появлялись, вспыхивали, достигали каких-то высот, а потом исчезали. У Гумилева поэтому есть прекрасная работа, да, каким образом, этногенез Гумилева, каким образом народы появлялись, жили и исчезали. У нас остались только какие-то крупицы воспоминаний от них. Вот. Так что, ежели мы с вами, как украинский народ, если мы с вами не поймем того, что мы являемся частью единого, большого, православного народа, рожденного на берегах Киевской Руси крещением князя Владимира, то есть мы являемся единой общностью малой, великой, белой, красной Руси, мы не сможем вернуть к своим корням наше будущее очень печально. И, честно говоря, я его не вижу. Сточат всех нас в мясных штурмах. А, Ну, время же дикое. Трамп Да, запустил маховик такой да, достаточно серьезный, да, серьезного передела мира. И да, получается, что при всем, ну, скажем, при всем, допустим, моем согласии с вами, да, ну, сильным надо быть. конечно. А сильным ты можешь быть только в двух случаях. Или ты опираешься на собственные силы, или ты как бы кому-нибудь прильнешь. Вот Украина и льнет как может, да, то к НАТО, то к странам НАТО, то к ЕС, то еще к кому-то, то к Америке, и так, и сяк. А, Дональд, укради Кадырова, чтобы насолить Путину, говорит Зеленский. Мы вот с вами, коалиция решительных желающих, которые вы комментировали. Как вы думаете, сейчас вот очень интересно выглядит, например, заявление Такера Карлсона, ну или как рассуждение Такера Карлсона, он же как бы обозревает это все, что Трамп бюджет увеличил 1,5 триллиона на 27 год, Трамп нефтью запасается. Давайте отбросим все вот эти, ну, вот этот ужас, который запустил Трамп в плане того, что право сильного, я здесь папочка, вы все пошли вон, Венесуэла, будешь делать то, что я хочу, Каракас, ты моя колония, ну и так далее. Глобальнее посмотрим на вещи. То есть ему нужны деньги, нефть, земли, контроль, периметры нужны Трампу для того, чтобы сжаться, собраться и рвануть в мировую войну. Об этом Такер Карлсон уже как бы говорит и додумался. Так и все это видят. И получается, а украинцам нужно быть тоже как бы сильнее или с кем-то. Вот два таких как бы магистральных выбора. Так нейтральность здесь как-то, знаете, в изменившемся ветре перемен выглядит ну, таким белым флагом и слабостью, разве нет? Александр, погода постоянно меняется. Это же не означает, что мы с вами должны перестать выполнять какую-то свою основную функцию, например, ходить на работу. Мы просто одеваем с вами плащ, берем зонт и идем под дождем или под снегом, мы идем на работу. Погода будет меняться. Нам свое делать. И именно те, кто в состоянии, определившись стратегически, действовать в направлении сохранения интересов именно своего народа, своего государства, те, в общем-то, и добиваются определенных вещей. Вот. Но вот эта часть вашего вопроса как-то в одном вопросе два их есть. Мгм. Вопрос первый, кому преклониться Украине, да, и вопрос второй, а что творит Трамп, в принципе, вот давайте глобально взглянем. Я скажу, Александр, мы можем 3 вечера проговорить на вторую часть, но кратко все-таки я попробую свою позицию высказать.
Кому прислониться к Украине, мне, знаете, мне кажется, был прекрасный ответ, написан в свое время великим, я его очень любил, этого человека, мы с ним работали одно время вместе, Олесь Бузина, вот, да, который написал великолепную книгу «Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину». Вот очень советую вашим зрителям прочесть эту книгу, она есть в электронном доступе. В общем-то, за эту книгу и за другие его книги Олеся и убили украинские нацисты, которые даже были арестованы, а потом под фанфары, под музыку, под аплодисменты своих побратимов, или я не знаю, как это назвать, в общем, этих людей, вот их выпустили из тюрьмы, и они национальные герои, ну, в определенной среде, которые убили Олеся Путина. И вот Олесь очень четко показал в этой книге, на исторических фактах и примерах. Всегда, когда украинцы и русские работали вместе, всегда, когда Украина была либо единым, ну, как сказать, Киевская Русь, это все же от Киева начиналось, да? Одним словом, когда наши народы работали в любви и сотрудничестве, созидали, мы богатели, и наоборот. Как только мы с невероятным желанием решали служить или туркам, или Европе, или полякам, там, или еще кому-то в этом роде, обязательно разрушались, превращались в холопов, самых настоящих холопов. Вот. Ну и, то есть, моя позиция такова. Я стоял на сем и стоять буду. Русь, Украина, Беларусь, Россия, Украина, Беларусь – это единое этнокультурное пространство, которое имеет огромные перспективы дальнейшего развития. Вот. Притом это никоим образом не противоречит, а только усиливает идею о нейтральности Украины. То есть в этом пространстве Украина может быть нейтральна. И как раз таки эта сила, в общем-то, развеет иллюзии Запада о возможности нанесения таки в конце концов уже в третий или в пятый раз, я не знаю какой, стратегического поражения России, Советскому Союзу или Российской империи. В общем-то, как хотите. А то, что делает Трамп, вы знаете, сначала мне даже показалось, когда были первые, когда вот Венесуэлу, да, вот до танкеров, мне сначала даже показалось, что Трамп в конце концов вдруг вспомнил труды своего великого предшественника Рузвельта. Вот, когда, это, кстати, это очень интересная мысль была предложена Рузвельтом, мысль о 4 полицейских. Он ее предложил еще в 1943 году, до своей смерти. Причем Сталин принял эту идею. Вот. Черчилль отверг. Вот. Англия отвергла эту идею. Ну, как это развивалось, эти события, это содержится, если кому интересно, в книге у Черчилля «История Второй мировой войны». Это просто переписка. Он собрал просто всю переписку между собой, Сталином, Рузвельтом, потом Труманом, ну, еще какие-то фигуры есть поменьше. Но, собственно говоря, собрана эта переписка. И интересно, каким образом мысль развивалась. Тогда Рузвельт поднял идею о том, что такое международное право. И вот Рузвельт говорит: ребят, ну давайте не обманывать друг друга. Мы в состоянии внутри своих стран держать правовое государство, поскольку у нас там есть парламент, принявший законы, то есть определивший рамки, что гражданину позволено. У нас с вами есть полиция, которая ловит хулиганов. У нас с вами есть суд, куда отводят полиция хулиганов, и ему выносится приговор. И у нас есть пенитенциарная система, куда мы садим человека, того самого, который совершил преступление. А как быть в международном праве? Кто будет ловить государство, которое нарушило правила? Кто будет судить государство и куда мы его посадим, это государство? И тогда Рузвельт говорит: давайте по результатам, уже в 1943 году было понятно, что война Германии проиграна, и он предложил разделить мир на 4 большие зоны. Собственно говоря, то, что сейчас Трамп заявляет, почему я так подумал, что он идет по этому пути, то, что он сейчас заявляет, что Северная и Южная Америка – это зона коренных интересов Соединенных Штатов Америки, и никого Соединенные Штаты Америки слушать не будут. Венесуэльская нефть, самые огромные запасы, разведанные запасы на земном шаре будет наша, и мы что хотим, то и будем делать. Крайних больше, крайних меньше, мы будем воздействовать и на себестоимость своей продукции, и в том числе давить другие государства, которые против нас. Так вот, Рузвельт предложил 4. Это Великобритания, Соединенные Штаты, Китай, Россия. Но эта идея была отвергнута, и потом появилась идея ООН, которая на самом-то деле не работающая с своего самого начала. Родилась 100% противоположная идея.
Когда страны-победители, да, вот Совет Безопасности ООН, 5 стран-победителей, ну, Францию пристегнули, так сказать, с подачи Англии. Вот. Совет Безопасности ООН может дать разрешение на применение силы против государства, нарушившего международное право. Но это невозможно. Рузвельт, кстати, об этом предупреждал, потому что экономические интересы слишком различны. И все-таки мир, поделенный на зоны, когда каждый полицейский, так, например, Соединенные Штаты, как они сегодня себя ведут, Англия там в Африке, предположим, да, Россия в Средней Азии и здесь Россия, Китай, это Индокитай, территория Индокитая, имеет право, внимание, то, что Рузвельт предлагал, имеет право на бесконтрольное применение силы ради торжества международного права. Понимаете? Вот. Сначала мне показалось так, но сейчас я вижу, что, кажется, Трамп идет широко. Его предложение, вот это то, что вы вспоминали, его предложение об увеличении почти в 2 раза бюджета, оборонного бюджета, бюджета на армию, бюджета на оборону, его, это требование, это реальная подготовка к войне. Ну, то есть, выбрасывать такое огромное количество денег не будут, и никого не пугает ни огромный государственный долг. Сегодня, как никогда, становится понятно, что сила Соединенных Штатов, их 10 несущих групп, которые разбросаны сегодня по всему океану, мировому океану, в состоянии заблокировать международную торговлю, самое главное, торговлю Китая, которая сегодня стала мировой торговлей, в один день. В один день. И да, помнится, Александр, вы с некоторой иронией, извините меня, отнеслись к тому, что я сказал, что мы с вами стоим на очень-очень тоненькой грани перед ядерным конфликтом, перед мировым конфликтом. Вот. И здесь, конечно, остается надеяться на то, что те, от кого сегодня зависят судьбы мира, во-первых, имеют терпение, во-вторых, не будут реагировать эмоционально на произошедшее, в-третьих, реально оценивая шансы, будут находить способы друг с другом договариваться. Иначе Мы, да, после вот этих танкеров действительно как бы многие переполошились и сказали о том, что ё-моё, так вот же она, ядерная война, вот она. Но, с другой стороны, находились там и другие примеры, там, вспоминают там в благосфере 88 год, когда 2 сторожевика в Черном море гоняли украинские, господи, сторожевика СССР гоняли американские, да, корабли, атаковали прям, били по борту, там, возгорание, и они в конце концов, они же крутые, думали, что тут эти как бы катера, они, ничего страшного, никто там, нормально, все выгнали, прогнали, так это СССР, уже такой дряхлый, 88 год, уже так, знаете, гласностью, перестройкой, всем на свете измученный, уже там тянущийся к каким-то западным моментам, короче, разваливающийся изнутри, но тем не менее там военно, видите, как находили в себе силы противостояния. Не было ядерной войны тогда, так, прямое столкновение было, здесь столкновения не было, дальше потом все объяснили, и американцы, и россияне, что да и не наши они, ну как бы наши, ну не сильно наши, но действительно многие заговорили об этом, и о 4 полицейских, и об этих вещах. Давайте вот такой вопрос, и перейдем к вопросам зрителей, подведем итоги голосования. Зеленский, мы в прямом эфире просто, друзья, да, сейчас у нас 14:42 по Киеву. Зеленский сообщает, что документ о гарантиях безопасности США фактически готов к финализации. И, в общем, финализация будет на встрече с Трампом. То есть еще одна с Трампом встреча, переговорная команда. Ведь вопрос гарантии безопасности в этой истории меняющегося миропорядка и того, что творит Трамп, это же фундаментальная история. Ведь когда выкрали Мадуро, да, и сейчас это все как бы продолжается, подробности, там, кубинская охрана, а кто адвокаты, а какие сроки, а какие перспективы, тогда же все сразу как бы, да,
я упоминал Зеленского, ну, это свежий Зеленский, который Кадырова давайте стырим. Ну, мол, вы стырьте, да, а Путину будет неприятно. Но другие же вовсю говорили о том, что и Зеленского точно так же можно приехать и арестовать по законам Америки. Там, воровали помощь, ну, например, да. А кого? Всех, что ли, вот этих, которые при Байдене воровали американские деньги налогоплательщиков? Всех прям приезжать, десант высаживать? Нет. Америка, видите, как поступает? Одного. А все остальные будете делать то, что мы скажем. То о каких гарантиях может идти речь? Ну, они продолжают. Хотя, знаете, я хочу сказать, что ну, вот я сам на протяжении многих лет, во-первых, я сам был категорическим противником и делал все, что было возможно, чтобы украинцы не проголосовали за Зеленского, потому что я считал, что это просто катастрофа. Паяцу, клоуну, там, не знаю, ну, шоумену, как по-другому сказать, да, ему нельзя доверять такую пост, поскольку его сущность шутовская. Что имеется в виду? Шутовская сущность рассчитана на реакцию публики. То есть это человек, который будет свои действия корректировать не здравым смыслом и логикой, а необходимостью, а реакцией публики. Ну, собственно говоря, что, в общем-то, происходило. Вот, я был против. Потом, собственно говоря, когда была наломана масса дров во внутренней и внешней политике, это, ну, я говорил о том, что, ну, что вы хотите? Вы клоуна выбрали себе президента. А сейчас я вам хочу сказать, понимаете, что вот по этим годам Западу просто несказочно повезло. Ну, в том смысле, его планов действительно конфронтации и планов нанесения стратегического поражения России, что Зеленский оказался вот во главе Украины и что это такой человек. И вот сегодня его искусство, шутовское искусство выдавать желаемое за действительное, оно, конечно, достигло эпогея. Рассказывать он может: мы уже все достигли, войну скоро мы остановим, потому что мы так решили. А с Россией говорили, а зачем с Россией говорить, мы с Соединенными Штатами поговорим и тому подобное. Вот. Это, ну что же, это продолжение этого шутовства. Но справедливости ради надо сказать, что партия войны на Западе самым серьезным образом готовится к войне. Уж вот каким образом будет разрешаться вопрос между Европой и Соединенными Штатами за Гренландию, решат как-то. Этот вопрос каким-то образом решен будет. А то, что вот это глобальное противостояние Запада и Востока, которое, к сожалению, вылилось кровью на современной Украине, оно будет продолжаться. И Зеленский вмонтирован в эту модель, и они и далее будут искать способов войну продолжить. И заявление Зеленского о том, что вот война закончится уже скоро, там через полгода, через 3 недели, потому что мы сейчас встретимся с Трампом, ну, это не что иное, как подготовка почвы для того, чтобы впоследствии сказать: а мы же все сделали, а вот русские против, поэтому воюем дальше. В этой ситуации я могу только, знаете, высказать глубочайшую боль по поводу тех людей, мужчин, молодых мужчин, старых мужчин, которые остаются на сегодняшний день в концлагере, которые не хотят воевать, которые мы видим, вот это уже, не знаю, наверное, миллионы этих роликов, которые в интернете заполнили интернет, да и многие видели это лично. Кто-то подвергся лично этому преследованию от ТЦК. Этих украинских мужчин, которых, увы, и далее рассматривают как скот, как мясоматериал, как биологическую массу для того, чтобы вот в этой войне, которую Запад все-таки хочет довести до конца, до стратегического поражения России, использовать их как человеческий материал. Надевать на них каски, давать автоматы и бросать мясные штурмы. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Значит, возможно ли размещение без стран НАТО, баз стран НАТО на территории Украины по итогам войны? Типа, как бы НАТО без НАТО. То есть НАТО нет, но базы стран НАТО, да, вот возможно или нет? 6% да, Россия все-таки уступит, как-то сторгуются. 9% нет, только не НАТО, как наблюдательные. Ну, то есть нейтральные какие-то страны, Бангладеш, там, Беларусь, я помню, миротворцы, это все муссировалось. 11% да, но только на Западной Украине, вот там, да. Ну и 74% считают, что никаких баз не будет, солидаризируясь с вами, Василий Александрович.
Значит, друзья, перейдем к вашим вопросам. Спасибо большое, что их оставляете. Значит, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, я пока вот, да, вот вопросы и два слова там. Мы впервые в прямом эфире, поэтому там блиц, чтобы можно было как можно больше успеть вопросов зрителей задать. Ну, а вы, друзья, напишите, хотели бы ли такие встречи с Василием Волгой еженедельно в комментариях к этому видео. Смотрите ли вы в прямом эфире, смотрите ли вы в записи. Поехали. Василий, значит, из сообщества YouTube. Вячеслав, как бы вопрос возмущения. Да? Кто мешает превратить хабадизацию в руину? Только не ссылайтесь, пожалуйста, на слюнявую теорию о братских народов. В вопросе пропитано все, понимаете, да? Вот это Ну, вот. мне такому человеку ответить нечего, к сожалению. Я Вячеслав, да, зовут Да, его? Вячеслав. Вячеслав, я надеюсь, что и вас тоже вылечат. Не переживайте. Вот. На самом деле ненависть никогда не приводила ни к чему. Только любовь и сотрудничество между нашими, братские отношения между нашими народами, действительно, это единственный ключ к излечению, к выходу из тяжелой сложившейся ситуации. А вам я посоветую, знаете, что чай с мятой, на ночь 2 таблеточки валерьянки, и с утра вы увидите, какой будет эффект. Злости как не бывало. Мгм. Алена, Василий Александрович, православие, в отличие от униатов и католиков, признает Трульский собор. На нем принято каноническое правило о том, что духовное родство выше кровного. Может быть, отрицание братства и началось с той поры, как католицизм и униатство стали давить православие среди украинцев? Ну, собственно, да, но знаете, это такой большой экскурс. Я небольшой знаток, я, конечно, и учился в Киевской духовной академии Киево-Печерской лавры, но истории соборов – это не мой конек. Вот. То, что такое правило действительно было на Трульском соборе приведено, это я знаю, ибо к нему часто возвращались. И то, что духовное родство выше родства физического, я на этом стою. Смотрите, к большому сожалению, даже на сегодня, ну, даже по моей личной судьбе, по судьбе моей семьи, у меня большая семья, вот именно это прошло, когда кровь не удержала, когда к сожалению, мы стоим на сегодняшний момент по разные стороны. Кому-то нужна война до последнего украинца, а кто-то хочет мира и кто-то хочет созидания в братском союзе 3 народов. Это большая разница. И вот это, да, именно духовное родство либо созидает нас, и, кстати, делает нас людьми, вот, либо оно ведет вот к такому, если духовный антагонизм, он ведет к тому, что брат идет на брата. Мгм. Так, значит, вы согласны, Петр пишет, Василий Александрович, что проблема Украины во многом из-за ее имперского мышления, в котором она обвиняет сама же Россию. Разве не имперское мышление продолжила она в себе нести после распада СССР со всем этим украинским космосом, украинской наукой, украинской значимости в геополитике? По делу получилось, что не по сеньке шапку. Ну, это очень сильно какое-то преувеличение или какое-то очень сильно... Я с этим не согласен. Не согласен принципиально. Главная проблема Украины заключается в ее зараженности идеями Бандеры. Теми идеями, которые, к сожалению, с Западной Украины пронизали. И здесь была главная не имперскость, а именно мононация. Вот попробуйте это услышать. Мононация. То есть мы единые, но здесь подразумевалось то, что мыслить иначе ты не можешь. Говорить иначе ты не можешь. Ужас, который сегодня происходит с языком, когда людей просто хейтят, когда людей просто... Александр вспоминал, как сдают, да, история с итальянцем, с этим показательно, да, этих идей и ежедневно происходящих этих событий тысячи. Вот, когда великие книги великих классиков на туалетную бумагу публично перерабатывают. Ну, то есть, это катастрофа. Вот это главная проблема. А, знаете, вот это все там, демонстрация, у нас и космос, у нас и самолеты, и все остальное. Ну, надо же было что-то говорить. Мы великие, почему? Ну, потому что возьмем все, что построено Советским Союзом в советской Украине, вот, и присвоим себе. Вот и все. Ну а что не шибко соответствует идеологически, то отменим.
То отменим. Совершенно Чтоб верно. в Да. себе не На узнавать, туалетную бумагу пустим пластик. чтоб в себе шариковых не узнавать. Это да, действительно. Значит, Александр Хаас. МИД РФ в очередной раз заявил, что для завершения конфликта необходимо устранить первопричины и расшифровал их очередной раз для особо одаренных, а также признание текущих территориальных реалий, возникших в результате реализации права народов на самоопределение. О как. Иными словами, Крым, Херсон, Запорожье, ДНР, ЛНР должны быть признаны в полном объеме. Дух Анкориджа иссяк, когда Львов вышел и сказал, что Россия пересмотрит и изменит свою позицию, а также призвал США договариваться Лавров всерьез. Надеемся, теперь это понятно. Так, а почему ничего не решается? Витиевато, Александр, витиевато, но по сути у меня ухо зацепилось за то, что иссяк дух Анкориджа. Ничего Да, не иссякло. То есть зачем об этом говорить? Что самое главное в духе Анкориджа? В духе Анкориджа самое главное красная дорожка и способность вести диалог. Вот это самое главное. А поточная ситуация, учитывая тем более способ ведения международных дел господином Трампом, ну так это будет меняться, это будет скакать. Дух Анкориджа не исчез. Мало того, дух Анкориджа он показал и подчеркнул, что сверхдержавам, таким как Соединенные Штаты, Китай, Россия, им лучше быть вместе и находить хоть какие-то, несмотря на конфронтации, хоть какие-то пути сотрудничества, ибо глобальная экономика уж слишком переплетена. И останови сегодня Россия поставку титановой губки Соединенным Штатам Америки, Боинги прекратятся строиться. Трампу нечем будет хвастаться, что он самый большой продавец Боингов в мире. Просто ни одного самолета не построит. Вот. Так что я думаю, что дух Анкориджа совершенно никуда не подевался. Но то, что мы с вами сегодня, знаете, видим Трампа, ведь Трамп это по сути своей отождествление американской цивилизации. тут спрашивают Европейская в чате вопрос. Трамп сошел с ума? Трамп сошел с ума. Нет, это наше восприятие такое. Трамп на самом-то деле играет, осознавая всю свою силу. Сила его велика. Вот. Так вот, мы имеем два подхода. Про европейскую цивилизацию, к сожалению, говорить не приходится. Я здесь, знаете, Освальд Шпенглер еще там 100 лет назад написал прекрасную книгу «Закат Европы». Он еще тогда предполагал, что это умирание будет Европы происходить, вырождение на протяжении 100 лет. И приблизительно где-то с 2020 года, что, собственно, мы видим, начнется возрождение России и Китая как нового мирового центра цивилизационного. Но Америка, ведь посмотрите, дух Америки – это два разных ментальных подхода. Россия – медведь, это некоторое определенное время медленность, но большая сила. И что такое Америка? Америка – это Кинг-Конг. Не зря фильм «Кинг-Конг» так с таким успехом шел по Соединенным Штатам. Да? Обезьяна, то есть большая обезьяна, которая ведет себя хаотично, которая крушит все вокруг себя. И это завораживало американцев. Трамп отождествляет себе дух Америки. И то, что Трамп на сегодняшний момент делает, он сбросил любые покровы, любую болтовню о правах человека, любую болтовню о международном праве и действует, исходя из того, собственно говоря, как и действовала Америка на протяжении послевоенного времени, начав более 50 незаконных, нелегальных войн и военных интервенций, проведя за это время, убив несколько миллионов мирных граждан. Знаете, прекрасное сейчас есть исследование швейцарского одного историка Даниэля Ганцера, вот я имел честь с ним познакомиться, великолепнейший человек, интереснейший человек, который как раз таки исследует именно незаконные интервенции Соединенных Штатов Америки. Так вот сегодня они просто даже это покрывальце сбросили. Трамп, в отличие от многих других, понимает, что сброшенное покрывальце прав человека, международного права дает ему новую силу, ибо наводит ужас. Ужас на Европу, на всех остальных. И вот понимаете, мы вошли в это время, те, кто на сегодняшний момент продолжит болтовню о международном праве и правах человека, будут неизбежно проявлены. Тот же, кто все внутренние свои процессы направит в сторону оптимизации, понимая, что сегодня только сильный действительно в состоянии устоять и защитить себя, и выбрать свои права, вот тот выстоит. Вот без этой ненужной болтовни о правах человека и международном праве. Так что Трамп очень логичен.
Трамп – это Кинг-Конг, большая обезьяна, который действительно очень силен и который сегодня прется на Empire State Building мира для того, чтобы, собственно, стать во главе. Это приближает конфликты очень сильно, но в тот же самый момент мы можем надеяться, что, знаете, нельзя, вот не зря же ведь эти символы, медведь и панда, да? Панда – это вообще очень ленивый медведь, терпеливый медведь, постепенно решающий свои вопросы. Вот что союз их приведет к тому, что найдется баланс сил. Я в это очень верю. Но в противном случае нам с вами просто не о чем говорить. В противном случае мы с вами еще в лучшем, еще успеем увидеть какой-то гриб на горизонте и зададим друг другу вопрос. А это что, правда происходит? А может и не успеем уже этот вопрос задать. Просто гриб увидим. Да уж, гриб в лесу хотелось бы увидеть. Значит, вот такой вопрос. Не являются ли действия Трампа с Венесуэлой и захватами китайских и российских танкеров своего рода агонией? Под агонией подразумеваю падение влияния доллара в течение 50 лет и попыткой перейти от империи доллара к энергетической империи. Ведь вне зависимости от рассказов об успехах США, внутри страны ситуация далека от идеальной. Госдолг 2 триллиона долларов вырос только в 25-м. Триллионные процентные выплаты по нему. Средний класс при этом продолжает сокращаться, стремительно беднеть. Где сейчас Венс, который год назад стоял рядом и рассказывал, какой Трамп потужный и вообще молодец? Почему Венс избегает комментариев по Венесуэле и другим событиям, сомневается во всем этом или как? Ну, смотрите, это Оксана пишет. Венс не избегает комментариев, он комментирует. Ну, к слову, да. Да, поэтому тут вот такой момент. Что скажете по поводу долларовой энергетической империи США? Ну, доллар хоронят уже лет 200, вот, как и там, собственно говоря, другие валюты хранили. Вот. Но Бреттон-Вудская модель, созданная в 40-е годы прошлого века, она действует, она сильна, она мощна. Но сегодня, в принципе, в мире происходит большая трансформация финансов как таковых. Вот. Говорю это вам уже как экономист, как практиковавший в свое время экономист, да, то есть финансист именно. Вот. И происходит серьезнейшее изменение в силу появления новых видов валют. Вот, да. И когда сегодня тот же Трамп уже в открытую не противостоит биткоинизации, назовем это так, там, ну или по-другому, электронным валютам, не противостоит, а наоборот поощряет, то мир будет серьезно меняться. И да, совершенно верно. Знаете, мы же ведь находимся с вами в ситуации очень интересной. Вот это мое мнение, я считаю мир, сегодняшний современный мир, построенный по принципу общности демократических государств, глубоко ошибочным. По какой причине? По той самой причине, что сама демократия в современном мире ведет к неизбежной войне. Что имею в виду? Ресурсов мало, их на всех не хватает. 8 миллиардов человек, и каждый хочет иметь. Вот холодильник у меня стоит, кондиционер, когда мне жарко, машинка мне какая-то нужна, да, вот что-то. И это хочет каждый. Еще 100 лет назад у нас было 2 миллиарда, сегодня у нас 8 миллиардов. И вот сильные демократические страны, которые, собственно говоря, стоят на том, что они идут по пути постоянного увеличения комфорта, своего благосостояния, они требуют от своих политиков чего? То, чтобы становилось лучше и комфортнее. И побеждать будут только те политики, которые будут реализовывать в демократических обществах требования своих граждан по неуклонному росту благосостояния. А как это обеспечить, когда хлебушек маленький, на всех его не хватает? Ну тогда, соответственно, будут неизбежно появляться вот такие, как Трамп. Собственно говоря, ежели не изменится в этой модели что-то, длинный разговор, что, оставим его, не изменится кое-что в этой модели, то тогда война будет неизбежна в силу того, что просто не будут избирать политиков, которые не будут атаковать слабые страны. Понимаете? И наоборот, будут избирать политиков, которые будут атаковать слабые страны, как, например, демократическим способом был избран Адольф Гитлер в Германии, в силу того, что вот он обещал, что он накажет, отомстит за поражение в Первой мировой войне, и немцы очень сильно этого хотели. Так же будет и далее. И в этой ситуации, конечно, энергетическая подушка крайне необходима и крайне важна.
И действительно, Может ли, вот вопрос из чата, может ли Арахами стать президентом Украины? да, в современной Украине может быть то, что запрограммируют. Современная Украина, она не способна к процессу выборов. Запрограммируют Ну, власть это имущие. празднующее День программиста 7 января. Да, да, совершенно верно. Совершенно верно, потому что, ну, серьезно говорить о проведении избирательного процесса, свободного избирательного процесса на Украине, извините, сегодня невозможно. Может быть, и Арахамия быть, я не знаю, может, кто там еще, кто еще там у нас еще есть какие-то клоуны, или Зеленский всех затмил, не знаю. Значит, почему украинцы не могут допустить, что в одной стране могут жить много национальностей? Это от страха? Нет, 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 это не страх, еще раз подчеркну, это многолетнее идеологическое воздействие, многолетний, очень четко спланированный, системно проведенный 30-летний эксперимент по выращиванию новой, ранее не существовавшей общности, бандеровский украинец. Как это неприятно звучит, я понимаю, для уха это непривычно, но лишний раз подчеркну, вот знаете, у нас возникли там вопросы в прошлый раз, можно... Люди являются носителями православной культуры, ни разу не прочитав Библии. Понимаете? Они являются носителями культуры. Также и здесь совершенно не обязательно человеку изучать труды Бандеры, соглашаться, не соглашаться. Он пропитывается тем, что пропаганда вносит в него. Тем полем, которое создано именно, а в основу это лежит мононация. И по этой причине, что мононация, мы отрицаем все на нашей территории, что не является таким, как мы хотим. Вот если вас еще не укусили, как в этих фильмах про вампиров, вы чужой, вас надо укусить. Вот тогда, когда мы все вместе будем питаться кровью других людей, тогда мы будем одной мононацией. Вот, собственно говоря, что происходит. Это результат ужасающего социологического эксперимента. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что присоединились к нашему сегодняшнему эфиру. Василий, спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Спасибо, Тут, Александр. тут Людмила пишет в чате: Александр, поздравьте всех с Рождеством, поздравьте всех с праздником. И спасибо, что вы есть. Людмила, спасибо, что вы есть. И вы, и вы, уважаемая аудитория. Пишите в комментариях, что думаете. Всех с новогодними праздниками. Увидимся обязательно. Добра и света. Пока. Всем пока. Всех обнимаю.